Неделю назад я выпустил ролик по игре Человек-паук 3, но затронул лишь версию для ПК и старших консолей. Ведь есть еще одна версия, которая выходила на PS2, PSP и Nintendo Wii. Сейчас в этом ролике я хочу поговорить об этой версии и чем она отличается. Скажу сразу, версия для Wii по графону самая лучшая, если это можно так назвать. PS2 версия обладает мыльными текстурами, ужасной моделькой Человека-паука. И что объединяет все три платформы, так это тип, который раздает второстепенное задание. То есть один чел, который по всему Нью-Йорку дает наводки пауку на преступление. Звучит как бред, если честно. Когда в 2004 году это делали обычные горожане и очевидцы каких-нибудь преступлений, событий. И это выглядит и звучит гораздо, правдоподобнее, чем какой-то кекс-растаман с кучей инфой. Боевка тут унылая и завязана на анимации. То есть, если делаешь удар, и пока анимация не закончится, ты не можешь изменить ни стойку Человека-паука, ни нанести второй удар, ни сделать какой-нибудь комбо. Да, в этой игре также есть комбо, но они, знаете, выглядят так, как будто малолетки просто толкаются, по сути. Но это, честно, боевки здесь нет. Считай, просто махаешь руками, ногами, все, Это не выглядит как цельная боевка. Зато здесь есть прокачка, причем сам выбираешь, какую ветку качать. Типа, вау, возможно, если бы это было в другой игре. Но это здесь есть. И, к сожалению, кривизну и мерзотность геймплея это никак не исправит. В плане изменений тут появилась целая сюжетная арка из 4 миссий с Морбиусом и его женой. Знаете, в целом такое себе дополнение, но проходить было даже в какой-то степени интересно. А по поводу саунда, он в принципе здесь такой же, как и в старшей версии игры, но вот немного он слегка всего упрощен. Так скажем, из новинок в этой версии игры можно менять костюмы. То есть, если хочешь играть за красного, играй за красного. Хочешь за черного, нажимаешь кнопку, и все, и ты моментально становишься черным Человеком-пауком. Но и также можно снять этот самый черный костюм, прям как в Apple Shadows, но есть небольшая загвоздка. Здесь нужно, так скажем, принять какое-то усилие, чтобы его снять. То есть, чем чаще одеваешь, тем труднее его будет снимать. Прям как в фильме, если честно. И мне даже немного обидно, что этой функции нету в старшей версии игры. А зато здесь есть. А вот что мне не нравится, так это передавать предметы, открывать что-либо в этой игре, так как для такого действия нужно просто встать на определенный круг, и тогда с затыкиванием кнопки ты сможешь это сделать. Но, это выглядит... сейчас играется ужасно, если честно. Чтобы что-то сделать, нужно встать на определенный круг. Не рядом, а вот на определенный. Прям как, я не знаю, в GTA San Andreas какой-либо. Но, там это простительно, потому что это 2004 год, а это 2007. Такое себе. Если кому-то не нравилась миссия с новым гоблином в старшей версии игры, то здесь это сделано все еще смешнее, потому что здесь это прям сделано, я не знаю, как в мобильных играх, как Subway Surf, просто уворачивайся от машин, и по сути, если до конца вот так долетишь, то все, победа, Даже никакой толком драки не будет. А в больницу вообще за кадром его там отвезет, поэтому... Я не знаю, для кого эта игра делалась. Еще хотел поговорить по поводу кат-сцен, ведь тут есть два варианта. Либо это кат-сцены на движке игры, что, если честно, сделано, конечно, угловато, кривовато, но, в принципе, сделано неплохо. Да, нужно учитывать, что движок тоже такой себе, но именно сцены сделаны нормально. Вот прям серьезно, такой крепкий средняк, нормально. И второй вид катсцен это взятый из старшей версии игры. И это выглядит странно. Это примерно так же, как для ПК-версии брали катсцены из PS2 версии, вставляли, и оно вроде и подходило, но вроде нет, потому что все-таки все же отличается и телосложение паука, потому что на PS2 и Wii версии, и еще PSP, конечно же,
он выглядит ну, как такой задохлик небольшой. А вот в старшей версии он такой подкачанный, такой мужичок прям вот. И когда эти катсцены, они, ну, показываются сначала на движке игры, а потом со старшей версии игры, и это выглядит, ну, прям такое себе, ну, серьезно. Оно не сплетается в какую-то единую игру, что ли. Ну, как-то не верится, что это из этой игры. Ну, у меня, в принципе, вот так вот. И теперь, кто досмотрел до этого момента, вы прям супер молодец. Ставь лайк и напиши в комментарии, допустим, там 3 напиши. И я буду знать, что ты досмотрел до этого момента. Вот. Ну и мне будет, конечно, приятно знать, что хоть кто-то досмотрел целых 5 минут. И теперь самый смак. Это полеты на паутине. Потому что чем занимается игрок, ну я в принципе тоже, когда играем в игру про Человека-паука, мы хотим быть им, мы хотим летать на паутине чертовой. Как это сделано здесь? Человек-паук здесь пьяница. Он под шофель здесь летает, потому что сказать, что вот он может лететь прямо, как в старшей версии, нет, он не может лететь прямо. Он летит в верхнюю или правую часть экрана, причем в угол. Я не знаю почему. Здесь омерзительный полет на паутине. Они здесь сделаны ужасно. Он постоянно летит в бок. Еще раз повторюсь, паутина цепляется куда угодно, но нет перед пауком. То есть он куда-то вообще, хрен пойми куда. И это... В это больно играть. По сути, мы не летим, мы скользим, как, ну, корова на льду. И это ужасно. Просто в это реально больно играть, больно летать. А если ты ускоряешься, то вот это вот замыливание по экрану, господи. Я еще играл и проходил на PS2, так что это, если честно, экспириенс самый худший. И хочу такой итог подвести. В итоге, кому стоит, ну, в это вот играть? Если вы человек такой вот, как я, готов играть в любую игру про Человека-паука, неважно, какой там геймплей, какие полеты, какой сюжет, то попробовать, я думаю, все же стоит. Вдруг вам зайдет, я не знаю. Но если вы, допустим, ньюфак, который играл только в Паука 19-го года, 18-го точнее, либо же вы человек, который не играл в Spider-Man 3 вообще, там не выпал Shadows, ничего, а вот только вот от Insomniac и там, не знаю, Shattered Dimensions какой-нибудь, такие люди есть, я знаю, то тоже не советую, нет. Если вы играли именно вот в третьего Паука когда-то, ну, там, допустим, в Ultimate, то сыграть в Человек-паук 3 на PS2, на Wii, на PSP все же, думаю, стоит, потому что experience не, так скажем, ну, словами не передать, это надо именно самому играть, самому страдать. Так что как-то вот так. Если видос понравился, ставь лайк, комменти видос. И все же я иду к цели в 1000 подписчиков. Вот, переходи в Discord, говори как хочешь. Ведь там можно закинуть мне видосы на стриме, и мы там будем их смотреть. Оттуда я буду выбирать видосы. Вот. Ну и общение с подписчиками, конечно же. А так, всем удачи и всем пока.